Российская экономика выстояла вопреки прогнозам и ожиданиям. Этот тезис стал общим местом. Об этом сообщает сам Путин и довольно ухмыляется. Он опять всех переиграл. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первый в Европе. Независимые эксперты на Ютубе с сожалением соглашаются. Невероятным образом, и убейте меня, я этого понять не могу, прет динамика инвестиций плюс 14% в реальном выражении. Что случилось в доме Облонских? В прошлом году было под 10, в первом квартале этого года 14. Мама, куда вы еще доинвестировали? Ну как это возможно? На Россию обрушились бесконечные пакеты санкций, торговая эмбарго и изоляция. А рубль теперь стоит как цент. Но при этом инвестиции, то есть вложения в продукт или средства производства, только растут. Экономика на уровне казенных показателей, а это ВВП, объем инвестиций, продовольственная и непродовольственная розница, тоже не прекращает расти. Ну а что же происходит в кошельках у людей? Ну, вы наверняка такое слышали. В Москве сейчас все прет, да и в регионах тоже. Зарплаты растут, рабочих мест полным-полно. У многих из тех, кто уехал, это вызывает, как минимум, раздражение. Как же, мол, так? Я уезжал из страны, которая собиралась чуть ли не голодать, а теперь там все цветет и пахнет, да еще и без меня. Некоторые, кстати, поэтому и возвращаются. Вы на канале «Продолжение следует». Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня поговорим о том, как война изменила экономику России. Парадоксальным образом, далеко не в худшую сторону. А пока не начали, я прошу вас подписаться на наш канал. Ну а если вы уже подписаны, то, возможно, вас заинтересует наш новый разбор, который вышел на закрытых платформах эксклюзивно для наших дорогих патронов. В нем я рассказываю, как появилось «Продолжение следует», как мы перешли на YouTube и набрали свой первый 1 миллион подписчиков, и чего нам это стоило. Ну а также я делюсь забавными подробностями. Например, зачем мне чемодан очков и как я боролся с картавостью. Ищите этот и другие закрытые разборы по ссылкам в описании. Ну и не забывайте, что вместе мы не одиноки. Еще в советские времена практически все заводы имели двойное назначение. Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь. Хотите батоны, а хотите дроны. Представляете? Они еще пахнут свежим хлебом. Этот сюжет, кажется, лучше всего иллюстрирует то, что произошло с российской экономикой за эти 2,5 года. Теперь все для фронта. И дроны, и батоны, и старания пропагандистов в телеэфире тоже. Ну а переводя на язык экономистов, это означает, что ВПК, то есть военно-промышленный комплекс, только растет. Предприятия, которые производят оружие, снаряды, военную технику, получают в разы больше заказов, чем в мирное время. Спрос вырос, надо же обеспечивать эту войну. Ну а доктор экономических наук Владислав Иноземцев так характеризует этот процесс. Я бы сказал, что российский ВПК, получая больше денег, способен наращивать выпуск давно производящейся техники. В 2022-2024 годах он получил из бюджета приблизительно на 30-40% больше каждый год. И в 2023 году произвел на 30-40% больше, чем в 2021. В конце 2024 года ВПК сможет полностью покрывать текущие потребности воюющей в Украине группировки. В пользу ВПК будут перераспределены не только бюджетные деньги, но и часть материальных ресурсов, от стали, которая не используется автомобилестроением, до селитры, чье предложение на внутреннем рынке избыточно из-за сокращения экспорта. Путин обещает рабочим оборонно-промышленных предприятий обеспечить их заказами на 5-10 лет вперед. Ну а Иноземцев фактически подтверждает его слова. Российская экономика может позволить себе тратить на войну 10-12 триллионов рублей в год без риска скорого кризиса или серьезных решений для населения. Да, война меняет экономику России. Высокотехнологичные отрасли, наука и основные сектора потребительских и творческих услуг, то есть постиндустриальная экономика, сокращаются. Россия, к сожалению, идет по пути изоляции. Доступ к рекламным и творческим инструментам ограничивается. Многие сервисы уходят добровольно. Становится все сложнее пользоваться привычными приложениями для редактирования медиа, просмотра и создания контента. Я уже не говорю про недоступность финансовых инструментов, таких как PayPal, Stripe, Binance и инвестиционные платформы. Но есть решение – это Blank VPN, и вы уже слышали про него на моем канале.
Это не только быстрый и надежный сервис, но и один из лучших в плане сетевой инфраструктуры на рынке. Вы получаете доступ к сервисам по всему миру благодаря множеству локаций, а медиаконтент будет загружаться быстро благодаря минимум 2-гигабитному каналу. Blank VPN работает уже 7-й год, и его рекомендуют десятки тысяч пользователей. Ну а трафик и количество подключаемых устройств не ограничено. Это очень удобно для семейного использования или, например, чтобы подключить родителей к свободному интернету. Сервера Blank VPN расположены по всему миру и подходят для просмотра видео в высоком разрешении 4К. И это очень важно нам, любителям YouTube. Подключить можно любое устройство, даже роутер или смарт-ТВ. Если что-то не будет получаться или возникнут вопросы, то дружелюбная команда поддержки ответит быстро и профессионально. В отличие от бесплатных сервисов, у Blank VPN стоят быстрые сервера и нет рекламы. Логи пользователей не записываются. Оплатить подписку можно как российской, так и иностранной банковской картой. А с моим промокодом «Проследует» скидка на годовую подписку для новых пользователей целых 58%. Blank VPN подойдет и для использования российских сервисов, если вы находитесь за рубежом. Переходите по QR-коду или по ссылке в описании и подключайтесь к свободному интернету вместе с Blank VPN. Впрочем, другой точки зрения придерживается экономист и профессор МГУ Наталья Зубаревич. По ее словам, экономика сильно перегрета, и уже сейчас темпы роста постепенно замедляются. В условиях санкций и отсутствия импорта технологий долго жить на широкую ногу невозможно. Для оптимизации ВПК в России даже сменили министра обороны. В образе Шойгу было что угодно. И дружить он умеет, и враждовать, и даже в грибах разбирается. Поджарим? Так можно взять, почему? Поджарим. Да? Но один только недостаток у теперь уже бывшего министра был в глазах Путина. Эффективным менеджером его, никак не назовешь. И в условиях перестройки экономики на этом посту был нужен не партнер для хайкинга, а управленец. Андрей Ромович, как вы знаете, был министром экономики. Он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране. Он был моим помощником опять по экономике. Он был первым заместителем председателя правительства. И в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность Министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны. И с регионами. К слову о регионах, в них наконец-то пришли деньги. И удивительно, но то, чего многие в стране добивались на протяжении десятилетий, случилось после того, как началась война. А все потому, что выплаты контрактникам растут постоянно. Из федерального бюджета тем, кто пошел воевать, платят 400 тысяч рублей единовременно. Ну и плюс отчисления из региональных бюджетов, которые часто даже больше. Ну а дальше высокие, в разы выше средних зарплаты, а также выплаты за ранения и гробовые. У семей в регионах появились деньги, которые тут же возвращаются в экономику. Люди выплачивают кредиты, покупают одежду, ну а потом машину и квартиру без всяких ипотек, ездят в путешествия и открывают бизнес. Регионы, которые никогда не видели денег, во время войны стали их получать. И мне кажется, это уже факт, что Какими путями? Мобилизация. Это деньги вдовам. Деньги, зарплаты вдовам, которые платятся в 10 раз больше, чем зарплата в этих регионах. И это некоторый такой экономический феномен. Большая часть бюджета, порядка третий бюджет сейчас идет на войну. И вот эти деньги, часть из них таким более эгалитарным образом распределяются. Но все это создает другую проблему. Даже прокремлевские аналитики говорят, что нельзя просто взвинтить зарплаты в несколько раз, а потом просто вернуть на прежний уровень. Это фарш, который не прокручивается обратно. Например, прогноз руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Стоп, подождите. Во-первых, это тяжело произнести, а во-вторых, я понимаю, что регалии ни о чем не говорят. Давайте иначе. Вот что пишет брат нового министра обороны, экономист Дмитрий Белоусов. Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места за 50-60 тысяч рублей. И будут, очевидно, искать новую работу, соответствующую своему новому социальному статусу. Дорогие зрители, то есть на наших с вами глазах разворачивается едва ли не библейский сюжет. Один брат предрекает крах экономической модели, за воплощение в жизнь которой отвечает другой брат.
Ну, прямо раскол в клане Белоусовых. И если не вглядываться в статистику, а просто посмотреть на цифры, они могут сильно впечатлить. Уровень бедности, по данным Росстата, опустился по итогам 2023 года до самого низкого уровня – 8,5% или 12,4 миллиона человек. Рост реальной зарплаты по итогам 2023 года составил 7,8%. Это максимальный уровень за 5 лет. А реально располагаемые денежные доходы населения выросли на рекордные 5,8%. То есть бедность снижается, а доходы растут. Подводя итог этим оптимистичным данным, эксперты заключают, что в России зарождается новый средний класс. Ну и кого, интересно, вы представляете, когда слышите эти слова? Ну, в недавних российских реалиях это, наверное, 30-40-летние жители больших городов, которые могут себе позволить тариф «Комфорт Плюс» вместо эконома. В такси имеется в виду. Ну а также читают «Медузу», а раз в полгода выбираются за границу. Ну, либо живут в одном из чуть менее богатых регионов, имеют небольшой бизнес, дом, кормят семью, одеваются где-нибудь в Заре. Жизненные предпочтения, конечно, могут быть разными, но общее одно – к среднему классу принадлежат те, кто имеет хороший стабильный заработок. Ну, думаю, вы уже догадались, кто это сегодня. Да, стабильные сотни тысяч рублей в месяц сейчас платит именно Министерство обороны, а не какой-нибудь Яндекс. Ну, Яндекс, конечно, платит тоже, но вот тысячи бывших сотрудников главной IT-компании страны теперь в Белграде, Амстердаме, Тель-Авиве и Тбилиси. Ну, а десятки тысяч контрактников в окопах разменивают свою жизнь на возможность выбраться из кредитов. И здесь, кстати, кроется еще один ответ на вопрос, откуда в России так много сторонников войны. Все просто, потому что война – это источник дохода. Известная формула «раз уж начали, надо доводить до конца» для многих сменилась на «раз уж начали, надо продолжать, и чем дольше, тем лучше». Экономист Игорь Липсиц описывает эту коллизию так. Проблема в том, что эти новые высокодоходные, тотально бюджетозависимые, их благосостояние будет оставаться высоким только до тех пор, пока у федерального бюджета будет хватать средств на ведение войны и ее материально-техническое обеспечение. И одно из политических последствий такого разворота экономики – это рост поддержки Путина. Иноземцев пишет, военная экономика характеризуется сдвигом акцента власти от праздных групп, то есть пенсионеров и бюрократии, к производительным, которые ранее особым вниманием не пользовались. И пока рано говорить, насколько фундаментальным окажется этот тренд, но в целом он выглядит многообещающим, так как переводит в число сторонников Путина не только население отсталых регионов, но и жителей городов численностью от 100 тысяч до миллиона человек, значение которых для устойчивости режима весьма велико. Нравятся наши разборы? Теперь вы можете заказывать темы для выпусков. Вы предлагаете, ну а мы снимаем. Для спонсоров нашего канала, а также подписчиков закрытой телеги, Бусти, Патреона мы открываем суперопцию. Это возможность напрямую повлиять на контент, который мы создаем, и помочь нам раскрыть именно те темы, которые вам наиболее интересны. А еще это способ помочь нашей команде в том, чтобы сделать нашу работу еще более значимой. Это предложение подойдет для тех, кто готов внести значительный вклад в дело «Продолжение следует» и стать частью нашего творческого процесса. Ну и, конечно, мы видим, что Кремль за эти годы научился блестяще обходить санкции. Нефть в Индию и Китай возят танкеры с выключенными транспондерами. Микрочипы для ракет импортируют через Казахстан, как и стиральные машины. Ну и скоро, думаю, в когда-то либеральной высшей школе экономики появится бакалаврский курс «Обход санкций, менеджмент, логистика, современные тенденции». Для осуществления этих схем выстроена целая система. Люди, считающие себя небезосновательно хорошими экономистами, заняты тем, что помогают режиму финансировать эту кровавую бойню. Иногда они придумывают, как обойти санкции, а иногда используют вполне легальные экономические инструменты. В первые недели войны казалось, что рубль вот-вот обвалится до совсем уж неприличных показателей. 60, 70, 90 и в какой-то момент уже 150. Ну и в итоге он зафиксировался на отметке примерно 100 рублей за 1 евро. И все к этому уже даже привыкли. Мы прошли прошлый год гораздо лучше, и в этом году лучше развиваемся, чем многие прогнозы, но начала расти инфляция. И люди это замечают на собственных карманах, и поэтому мы принимаем решения для того, чтобы не допустить большого роста цен. Подвиги главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, конечно, многократно описаны. Для Кремля она настоящая спасительница. Ну а для цивилизованного мира – гений, продавший душу дьяволу. Издание «Политика», например, оценивая вклад Набиуллиной в противодействие санкциям, называло ее главным разрушителем 2023 года. Ее вклад действительно невозможно переоценить.
Российская экономика оказалась под гигантским давлением, но по-прежнему способна обеспечивать войну. А во главе ее – технократы. Профессионалы, которые невозмутимо продолжают делать свое дело, не оглядываясь на контекст. Научные гении, создавшие атомную бомбу, не знали, каким последствиям приведут их эксперименты с мирным атомом. Ну а эти люди, Набиуллина, Белоусов и Мишустин, прекрасно знают, во благо чего стараются. Вальяжность Путина при рассуждениях об экономической ситуации сегодня оправдана. Его окружению на этом этапе все-таки удалось удержать власть. И более того, многие в стране стали даже лучше жить. Хотя вот я бы, честно говоря, не назвал ростом качества жизни участие в войне. Ведь отсутствие безопасности, а это базовая потребность человека, делает бессмысленным наличие любых других благ. Да, жизненных благ стало больше, но какой в них смысл, если этой жизни можно лишиться в любой момент? И что же будет происходить на длинной дистанции? В конце сентября 2024 года ведомство Набиуллиной фактически заявило в своем докладе о первых признаках стагфляции, то есть экономическом спаде, стагнации в сочетании с высокой инфляцией, что звучит как страшный сон для любого экономиста. Если это правда, то какое же будущее ждет всех нас завтра? Продолжение следует.